Это видео не призывает к нарушению каких-либо законов. Снято и выложено только для образовательных целей, для каких-либо опытов. Для того, чтобы разобрать этот кран, вот эту часть надо погреть на газу. Она склеена на заводе на гель. Нагреваете, она спокойно откручивается. Вот шток, который мы вытащили. Здесь у него приточка, который входит вот сюда и поворачивает шар. Ее спиливаем за подлицо. Потом 3-миллиметровым сверлом высверливаем. У вас получается, скорее всего, получится сквозное отверстие. Саморез берем с маленькой шляпкой. Клопик называется. Ну, возможно, еще какие-то варианты. У меня был такой. С большой шляпой не подойдет, так как внутри есть паз, и он туда не сядет большой шляпкой. Просверливаем 3-миллиметровым сверлом. Потом клопиком, у него на конце сверло. Он сам себе нарежет резьбу. Можно использовать пластиковый хомут, но лучше использовать медную проволоку. Делаем петельку.
Смотрим, надеваем петельку на саморез так, чтобы она закручивалась при затягивании, а не раскручивалась. И собираем назад. Чуть-чуть изгибаем, чтобы у него был рычажок для хождения. Здесь или гелем опять, или фум-лентой, чтобы видно только не было. И вот получается, что он у нас вперед-назад ходит. С медной проволокой шток выдвигается больше намного, и не страшно провернет, если даже внутри. Пользоваться им часто так не будете. На конце делаем загогулинку. Когда вы просверлите здесь сверлом, получится сквозное отверстие. Но сверху и вода будет капать, проходить вот через резьбу снаружи. Сверху фум-ленты чуть-чуть намотаете, когда будете вот крепить. Ну и получится, если я вот просверлил насквозь. Течь не будет. Второе, когда вы зажимаете, держите этот шток, не хватайте за рабочую часть, хватайте вот за приточку, чтобы не поцарапать. Если у вас вдруг получится так, что краны разные бывают, вот он у вас будет ходить, вот опадать вниз. У меня такого не было, я затягиваю нормально все. Я им пользуюсь раз в год этим краном. Вернее, не я, кто-то другой. Избежать этого можно здесь использовать не саморез, а брать от конструктора обычную шпильку. Здесь гаечку навернете, притянете вот эту вещь с шайбой. Я так делал уже. А его часть, она будет вот здесь торчать. То есть тогда здесь просверливаете не тройкой, а четверкой, наверное. По-моему, четверкой. Чтобы вот он, видите, накручивается. Здесь он должен выйти на расстояние, чтобы упереться в дно. Вот он упрется вот так вот. И он уже не даст штоку опуститься. А здесь на выходе гаечку с шайбой также прикрепляете. Получается то же самое, только он упирается еще внизу крана. Если вы не уверены, что хорошо закрепите, я бы посоветовал после крана поставить или сетку, или косой фильтр, что в случае, если плохо прикрутили, оторвалась, чтобы она не ушла в систему, в трубы, не застряла. А так все работает, проверено. Здесь вот ограничители, их спиливайте, чтобы они вам не мешали. Вот у нас отправная точка.
Сантиметр у штоков как минимум ходит. Вполне хватает для того, чтобы достать до крыльчатки крепко и отойти назад. Вещь нужная, пригодится всем, так как это экономия не только воды, но и канализации в квартирах.